Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем делать английскую розу, сорт, который называется Falstaff. Не знаю, насколько это достоверное название, так как я не флорист и не знаю всех названий, я поискала в интернете и нашла что-то подобное. В принципе, вбивая туда, нам выдает именно этот сорт розы. Я немножко его изменила и решила сделать по-своему. Тем более, что я поменяла сами листья у этой розы. Давно я ее хотела делать, всегда сразу нам кажется, что это будет очень сложно, но на самом деле все очень-очень просто. Выглядит наша розочка вот таким образом. Я сделала такого красивого горчичного цвета. Также все свои цветы я собрала на одну веточку. Не знаю, может потом буду собирать с них букет. Но для тех, кто самостоятельно не может вырезать сами листья, не совсем понимает, как их вырезать, я сделала вот такую схему. В принципе, на все свои видео я буду стараться делать схемы. Также в своей группе ВКонтакте я сделала отдельную папку со схемами. Теперь все схемы находятся в одной папке для вашего удобства. Если схемы там нету, значит ее нет, потому что на данный момент я туда загрузила именно все схемы, которые у меня были. По всем своим старым видео я также со временем постараюсь сделать схемы и загрузить их туда. Ну а теперь давайте приступать к самому цветочку. Ой-ой, Тася! Для своих роз вы можете использовать совершенно любую бумагу. Можете посмотреть в интернете, они бывают совершенно разных цветов и оттенков. Я же решила использовать вот такой красивый горчичный цвет. Все цвета бумаги, которые я буду использовать, вы видите на экране. Мне понравилось сочетание, поэтому у меня будут они. Ну и теперь для нашей серединки нам обязательно нужны тычинки. Хотя нет, не обязательно. Вы можете просто мелко-мелко нарезать бумагу и использовать их вместо тычинок. Мне же нравится, чтобы серединка была более естественная. Также нам понадобится 5 вот таких заготовок для серединки. Берем кусочки бумаги размером 2 на 5 сантиметров и вырезаем форму лепестка. На одну такую заготовку нам понадобится 5 лепестков. Вырезаем форму капельки и сильно-сильно растягиваем. Затем берем 5 этих заготовок и будем склеивать их в одну. Наношу снизу капельку клея и приклеиваю. Я смотрю, чтобы сверху лепестки были на одном уровне, но снизу неважно. Мы все равно это будем все закручивать, и оно будет находиться у нас внутри. Склеиваем так 5 лепестков. Затем наносим еще капельку клея сверху и складываем вдвое. Можно закрутить, можно еще как-нибудь, ну короче вы поняли. У нас должна получиться что-то похожее на вот это. Таких заготовок нам понадобится 5 штучек. Итого на всю серединку нам понадобилось 25 лепестков. Теперь мы берем любую проволоку. У розы, конечно, стебель не тоненький, поэтому проволоку можно взять потолще. Берем свои тычинки. Тычинки я не делала сама, я их покупала. Покупала их в творческом магазине. Разрезаем наш пучок на 2 части и приклеим к проволоке. Также я еще немножко закрепляю и самой бумагой для более надежного крепления, но также, чтобы нигде ничего не виднелось лишнего. Теперь приклеиваем сами наши лепестки. На первую из наших заготовок я наношу клей посередине и приклеиваю снизу. Приклеиваю именно в том месте, где мы закрепляли наши тычинки к самой проволоке. И таким же образом я приклеиваю все наши 5 заготовок по кругу. Смотрите, чтобы ваши тычинки были видны, чтобы вы их очень сильно не утопили вовнутрь. Иначе смысла от тычинок не будет никакого. Приклеиваем все на одном уровне, чтобы наша серединка была красивая, нигде ничего не торчало вверх. Приклеили. Теперь можно лепестки как подогнуть, как закрутить. Вообще на этом этапе можно с ними сделать все, что угодно. Я же оставлю так, просто немножечко их, так сказать, распушу. И, кстати, вы можете использовать на саму серединку не 5 таких заготовок, а больше, или, допустим, в каждой заготовке сделайте большее количество лепестков, тем самым ваша розочка будет более пушистая. А теперь большие лепестки. Это размер 3 на 6 сантиметров. Точно так же вырезаем форму капельки.
все хорошенько растягиваем. Я растягиваю очень сильно, для того, чтобы они были более воздушные. Таких лепестков в итоге мне понадобилось 20-25 штук. Вы же будете смотреть по своему цветочку, надо вам больше лепестков или же меньше. И начинаем приклеивать. Наношу снизу капельку клея и на одном уровне приклеиваю наши лепестки. Я не смотрю, как они располагаются снизу. Главное, чтобы наша роза на данный момент красиво получалась сверху. И приклеиваю, накладываю один на другой приблизительно на 2-3 сантиметра, может до середины. Смотрите уже сами, какой пышности и как вам больше нравится. Приклеили первый ряд и затем, не останавливаясь, я приклеиваю второй ряд. Точно так же на одном уровне. Поэтому на первый ряд вам может получиться как 7 лепестков, так же и 8. Поэтому я точное количество лепестков на каждый ряд не говорю. После того, как мы приклеили 2 ряда, третьим рядом мы точно так же, продолжая приклеивать лепестки по кругу, начинаем приклеивать, но приклеиваю их уже близко к проволоке, для того, чтобы низ цветочка закрыть и все лепестки снизу выглядели красиво. Наношу клей я только на самый низ лепесточка. Тем самым розочка у нас получается пышная и красивая. Ну и теперь нам нужно сделать сам чашелистик. Берем любой отрезок бумаги, я взяла приблизительно 4 на 4,5, сверху делаю зубчики и хорошенечко растягиваю ногтем, все хорошо закручиваю, подкручиваю, как мне больше нравится, и приклеиваю снизу нашего цветочка. В работе я использую термоклей только за счет того, что он более удобный. Ну а вы уже можете использовать тот клей, который вам более удобный в работе. Я же пока кроме термоклея для себя ничего другого не нашла. Приклеили наш чашелистик и также обматываем наш стебель гофрированной бумагой. А теперь сами листики. Я над своими листиками немножко повыдумывала. Не совсем они такие у розочки, так что они у меня такие не совсем от этого цветочка, так сказать. Беру отрезок 3 на 5 сантиметров. Размер листика может быть совершенно любым. Разрезаю его вдоль, наношу клей, вставляю тонкую проволоку для того, чтобы листик можно было выгнуть, и приклеиваю вторую часть. Смотрите так, чтобы ваши прожилки смотрели вверх и создавался более реалистичный внешний вид вашего листа. Затем вырезаю самый простой лист, и на один такой большой листик нам понадобится 5 таких маленьких. Кстати, будьте очень внимательны, чтобы ваш клей нигде не вылез. У меня вылез, и это смотрится не совсем красиво. Я сделала несколько бордовых листиков и несколько зеленых. Зеленый я решила также немножко затонировать. Вы же можете тонировать любой масляной пастелью, красками, чем угодно. Я тонирую вот такой штукой. Те, кто занимается скраббукингом, знают, как она правильно называется. Затонировала свои листья, а теперь буду их соединять. Соединяю 5 листиков в одном месте. И уже после этого я их выгибаю по-разному и делаю им более такой выгнутый воздушный внешний вид. Ну и на один цветочек можно использовать как один такой большой лист, также и несколько, смотрите уже сами. Я же решила, что все свои листья и все свои цветы я хочу собрать в одну веточку. Сначала я приклеиваю лист к своей розе, а затем свою же розу приклеиваю еще к 2 своим другим розам. И делаю одну ветку. Ну, это я так просто придумала, поэтому вы можете делать как хотите. Мне нравится это сочетание цветов, оно получилось очень осенним. Посмотрю, что дальше еще сделаю с этой веточкой. Хочется как-то собрать, может быть, букет, буду смотреть. Поэтому, если я что-то придумаю, я вам обязательно покажу. Ну а если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много всего интересного. И пока-пока!